Мы сейчас, вы здесь. Подожди, нам нужно сюда. Российской Федерации, а вот здесь герб Москвы. 23-27. О, Петропавловская крепость. Я знаю, что там тяжело, но почему нельзя было делать кольцевую, я не знаю, там. Мы здесь были. Через полчаса метро такое-то, я не знаю, я хрен знаю, что делать надо. Мы должны до Спасска перейти, Спасска пересадить и до Ладожской. Такое ощущение, знаешь. Такси, вот наше такси. Бонжур, я Ванюша. Сейчас у меня 11 часов ночи. Вот, я хочу... Мы с мамой решили погулять спокойно. Вот она, кстати говоря, мама. Точнее, мы. Вот. Пойдем гулять. Мы сначала доехали на 28-м автобусе до метро. Вон там, до Филянского вокзала. Короче, я не помню, какое метро. Вот. А потом мы от метро дошли до вот этого здания. Я, правда, не знаю, что это за здание реально вообще. Ой, я Питер плохо знаю. Вот, поэтому сейчас мы будем узнавать новые места вместе со мной. Благодаря моей маме. Вот она. Опа. Привет. Короче, сейчас мы, так как она живет 20 лет в Питере или больше, я не знаю. Больше. 30. Нет. Короче, 25 с округлением. Вот. И она, соответственно, лучше меня знает Питер. Вот. И вы москвичи там, где мама родилась, это Сибирск был вообще. Она лучше знает. И мы сейчас, я планирую, так как у меня 3 месяца, скажем так, господи, что 3 месяца выходных, конечно, меньше осталось, 2 месяца, но это не исключение, что у меня сейчас каникулы. Вот, и поэтому я планирую все эти 3 месяца, вот, что, именно ходить, рассказывать просто про Питер. Такое подобное у меня было не одно видео на эту тему. Вот, конечно, плейлист будет в описании, перейдите, посмотрите. Это видео может быть очень долгим. Я не знаю, может минус 40, может еще как-нибудь. Вот. Но, по крайней мере, я за сегодняшний день у меня на телефоне 90 с чем-то процент. 98, может быть. 97. Вот, поэтому... Сейчас первый вопрос зададим моей маме, как она хорошо знает Питер. Вопрос первый. Как называется улица, в которой мы сейчас находимся? Это Петроградский район. Это, наверное, Кромверский проспект. Петроградский район, Кромверский проспект. Да? Да. Вот. Видишь, домик Петра Первого. Домик Петра Первого где-то. Ну, короче, где-то там домик. Сейчас какой-то мини-парк, вы можете заметить. Вот. Люди курят, отдыхают. Вот, скажем так. Я не понимаю, меня не особо много обращений ведут, потому что я именно хочу быть популярным. Но еще я преодолел свой страх в том, что мне как бы не стесняюсь. Это в чем? Потому что я покрасил фиолетовые волосы. Когда изначально я покрасил фиолетовые волосы, и меня смотрели как на дебила. Ну, я после этого привык, я уже не один раз, у меня там были куча. Наоборот, с интересом. И эти брать на не русских, мам, поверь мне. Вот, смотри. Еще какая-то надпись. Шаг Петра Первого. Шаг 81 сантиметр. Представляешь? Да. У меня ботинки. Более чем 2 метра. Ой, здесь лучше. Да, у него больше. У него, короче, не нога была больше, а ботинок большой. Таяние было сколько? Эти так, но у меня это такое обычно вот так вот. А он вот так вот. Не надо, вот. Поэтому хочется она фотографировать меня. Вот так. Ух ты, еще мое. Ну, мне пока проще, потому что
на 20 сантиметров, вот я не знаю, насколько я ее выше. Вот, ну да, где-то на 20, поэтому мне, соответственно, так проще. Ну, короче, на меня смотрели как на ненормальную, когда я покрасил волосы. Вот. И я потом к этому привык и, соответственно, снимать видео, но уже не стесняюсь, потому что я стеснялся еще. У меня как бы на эту камеру снимается. Вот. Поэтому я еще стеснялся в школе. И смотрите. Петропавловская крепость. Да, где-то там была. Где? Вон там? А, ой, здесь точно я и забыл. Вот здесь. Короче, о, еще вот маршрут какой-то. Мы сейчас, вы здесь. Подожди, нам нужно туда. И получается, если вот так вот, так. Куда? Короче, как-то разберемся. Благодаря этому привык к обществу, и, соответственно, я не стесняюсь уже. То есть на меня уже здесь сзади смотрели не один человек, там человек 3. Мне, честно говоря, не особо-то стеснительно было, но изначально все стесняешься. Я единственное стесняюсь, конечно, танцевать, это, конечно, очевидно. Вот, и потом я стесняюсь танцевать всегда, я не смотрел там все видеоклипы, но я имею в виду вообще в трех местах я стесняюсь все равно танцевать. А вот так вот снимать кого-то, либо себя снимать, я уже не стесняюсь. Вот, слушай, это флаг России, да? А, это герб России. Это герб России. Вот, на ней герб Москвы, если я не ошибаюсь. Санкт-Петербурга, может быть? Российской Федерации, а вот здесь герб Москвы. Может, Санкт-Петербург там же здесь, что-то я видел. Так говорит уж, господи. Или Санкт-Петербурга. Я помню, герб России, он вот так вот выглядел. А Санкт-Петербурга у него вот такая. У него, короче, вот эта палка и еще одна палка. Палка и палка. Да, и он там явно не орел вот так стоял, а что-то там другое. А кто там стоял? Там просто обычный красный фон. И все. Больше ничего там нету. Мне самое единственное страшное в том, что когда я буду снимать вот так себя, это в том, что люди какие-то, я не знаю, вот обычно там люди бывают пьянцы, вот, либо там люди еще какие-то там могут залить на камеру. Я понимаю, что не украду, потому что у меня веревка. Вот, я, конечно, сохраняю, но все равно как-то немножко страшновато. Какой-то заборчик, но вот эти шпатели, или я не знаю, как их там назвать. Ну, короче, эта штуковина, вот это прям как... Господи, как называется, я забыл. Ну, короче, как как игла. Я не помню, как я забываю постоянно. Я знаю, но я забыл. Вот еще это на каждом углу, короче. Там. Вот там будет постоянно это. Вот. Парковка 10 метров. Только на проезжей части. Еще тут написано что-то. Полами разрешено. Короче, для иностранцев, тех, кто хочет именно эту таблицу, то вот. Смотрите, я специально для иностранцев это снял. Там для американцев, для французов, для испанцев и тому подобное. Вот у нас тут какой-то теплоходик плывет с музыкой. Будет интересно посмотреть. О, зеленоглазое такси. Ну, короче... Да, короче, песня советского времени я не знаю. Да, Вот. 158 Я лет. только модные знаю. Так, да что это пешеходный переход? Мы по пешеходке идем, мне очень неудобно так снимать, скажу честно. Я снимаю, я не знаю сколько раз, вот так вот, но мне очень неудобно. Да, красота. 23, 27, короче, 20, половина 12 часов, половина полуночи. А теплоходик что-то остановился. Классно вообще. Вот. Красивые картиночки. Про Санкт-Петербург там что-то. Вот. Портреты. Что? Портреты там, наверное, рисуют. Портреты. О, надо купить себе как-то камеру.
Я, правда, чтобы по удобству было. Какие-то мелкие корабли, кораблики плывут, плывут, плывут. Здесь единственное бесит, что здесь, конечно, камни вообще ужасно. Вот так вот я буду. Сколько лет? 300 лет, наверное, Да. 300 лет они могут никак поменять эти камни, я не понимаю, они чем... историческую ценность представляют. Да. Неудобство людям, ним короче. Ходил Петр Первый. Да. Вот, короче, по моим ощущениям, что нам оставляют не историческую ценность, а именно неудобство людям, петербуржцам точнее. Вот. Для этого, поэтому я не люблю Петербург. Вот первая причина в том, что там не строят. Там именно они все время сохраняют всякие исторические ценности. Я понимаю, конечно, да, но не настолько степени. У нас и так очень много, дофига домов. Я бы сказал, до хрена, потому что их реально очень много. А так хотя бы камни, вот, например, вот здесь. В чем сложность, я не знаю, хотя бы замазать или землю немного внизу подкопать. Их ремонтируют, конечно, периодически. Я вижу. Но не часто. Я бы сказал, раз, я не знаю, в 10 лет, может быть, ну уж как-нибудь, да. Там ремонтируют, там одно здание, там одну щель. Что-то заклеили и забыли, короче. Вот, ну, не как в Китае, короче, как хотелось бы. Вот, а то было бы прикольненько, как в Китае там остановились. И на следующий день там, короче, нормальная дорога 2-километровая, не ежели у нас там. Остановили, все. Проезд закрыт на, я не знаю, иногда бывает и на 3 месяца. Вот. Метро, вот, там несколько уже станций метро, я уже не помню, не назову всех, потому что я не помню, там их 4 или 5 уже закрыли. Вот. Один капитальный ремонт, это Фурнецкая вроде бы станция метро. Фрунзенская. Фрунзенская. О, какие-то, короче... Расписание, график разводки мостов. Ну, короче, здесь самое ближайшее это какое? 2 часа ночи. Володарский, Большеохтинский, нет, Литейный и Троицкий. О, Дворцовый в час 10. Дворцовый самый ближайший. Хорошо, Дворцовый, я не знаю, где находится Дворцовый. Я реально не знаю, но, мам, этих мостов, я хочу напомнить, в Санкт-Петербурге, их штук 100 или 200. 44 всего. 444 моста в Санкт-Петербурге. 440 всего-то? Капец. Вот, 444 моста. Ну, это включая и небольшие мосты. Это, короче, все моста. Мосты. Мосты в Вообще-то Санкт-Петербурге. мосты. Мосты. Какая разница? Что еще я могу сказать про Петербург? Скажу честно, мое мнение про Петербург, что Самый классный, самый любимый. это... Самый родной твой город. Это ложь, короче. Нагло, вкусная ложь. В том, что родной город, да, это единственное, то, что не ложь. А все остальное это просто поддержка. На самом деле Петербург мне не нравится по нескольким причинам. Начиная в том, что не могут нормальные дороги делать, заканчивая в том, что там не могут нормальное метро сделать. Здесь еще. Вот здесь ремонтируют. Мы пока ехали на 28-м автобусе. Там столько ремонтированных. Еще главное не короткая, а именно длинная. Их там, я не знаю, штук 4 было. Но это реально очень длинно было. Может быть даже больше, я не считал. Мне кажется, где-то 4 было ремонтированных. Это, конечно, большое количество. И главное, их ремонтировать очень долго. Вот Петропавловская крепость, мы уже практически до... Как называется станция, я забыл. Горьковская. Горьковская, да, точно. Это постоянно Литейным путаюсь, то ли еще каким-то я путаю Горьковская, вот. Ну, короче, видео уже было, тоже переходите по плейлист Санкт-Петербург. У меня всегда это на ютубе, в Дзене, а ВК у меня нету, потому что я там не знаю, как там. Я знаю, как, но это очень тяжело, это надо начало, вот, поэтому переходи по плейлист, там уже 9 мая на Горьковском, или как там называется, я уже не помню, вот, и соответственно, как раз таки парк Горького там чуть-чуть виден, но в целом не видно. Еще какое-то здание, это музей, да, Вер, я надеюсь, мамуля, это музей. Да, угадал первый раз, что это музей.
музей я, соответственно, не люблю. Это неудивительно, если я историю не люблю, то и музей я тоже не люблю. Подходим к площади Льва Толстого. А вот там справа будет сейчас мечеть. Имеется также Петропавловская крепость. Удивляет, зачем эту будку все это живет, почему не могут снести эту будку, потому что им не пользуюсь уже лет как тоже минимум 30 лет. Начало ставить эту будку, никто им никогда не пользуется. Это, короче, давай я перейду, в чем я не люблю Питер, скажем так. Вот, как я говорил, здесь иногда бывает такое количество народу, что проще в Москве. Конечно, иногда это летом очень часто бывает, как сейчас. Вот сейчас вроде бы 12 часов ночи, а людей как днем. Я думаю, в Москве не меньше. В Москве не меньше, но все равно такие ощущения. Дальше, метро. Я, кстати, не знаю, что мой любимый транспорт это метрополитен. Вот. Неудивительно, почему мне больше нравится московский метрополитен, чем петербургский, потому что там в московском метрополитене намного 2 либо в 3 раза больше, в 3 раза больше станций, чем в петербургском, как говорится, вот. Я знаю, что там тяжело, но почему нельзя было делать полукольцевую, я не знаю, там, от Дыбенко и все это конечные кончики забрать там, потом нижняя фиолетовая, оранжевую нижнюю, зеленую нижнюю, синюю нижнюю, красную, это все вместе сконсолидировать будет очень удобно. Так, Петропавловская крепость, вот так. Было бы прикольно, если бы сконсолидировали, потому что кому надо от оранжевого до нижнего красного, тут мучительно просто до Полногорья, можно сказать так. Вот. Здесь, соответственно, здание закрыто. Мы здесь были. Да, просто погуляемся по парку. Вот. Мы здесь уже гуляли недавно, буквально 9 мая, это чуть больше месяца, или даже не 9 мая. Я заметил, что Бургер Кинг здесь работает, несмотря в том, что Бургер Кинг обычно работает до 11, а сейчас у нас уже ближе. Здесь, наверное, круглосуточно. Но, видимо, здесь Бургер Кинг работает до... Да никак не работает, 24/7, наверное, работает. Да. Да, вот, еще заказы я вижу вот здесь. Короче, вы не видите, короче, там заказы. Вот, скорее всего. Я прослышал, некоторые Бургер Кинги работают до 10, некоторые до 11, некоторые до 12. Отлично, у меня правый аппарат вообще сел. Я сейчас не шучу, реально. Вот, но батарейки купили на прошлой неделе. Вообще не дешево было. 600 рублей, хотя мы обычно покупаем до 200. Потому что мы покупали где? Правильно, в торговом центре. На Комендантском проспекте мы были. Аппарат у меня сел. Вот, и чтобы левый не сел, на всякий случай, я поменял обоих, поэтому я не знаю, сел он или не сел, вот. Но мог бы и потерпеть. Удивляю, почему это было в субботу, а не в воскресенье, потому что сейчас у меня суббота, обычно я их меняю еженедельно по воскресеньям, вот, поэтому сейчас что-то почему-то как-то пошло через хвостик, будем говорить так, постоянно, это неудивительно, у нас постоянно кто-то через хвост, кто-то вообще по плану. У меня, конечно, некоторые бывают так, некоторые бывают не так, вот, поэтому я бы, конечно, хотел парк показать, но я хочу и себя показывать, именно вот так вот, рассказывать. Конечно, не могу далеко, потом далеко, потому что у меня реально уже рука устает, короче, будем говорить так, оттекает. Вот Тоже мост. мостик, да, вот. Я буду так показывать мне, потому что так реально проще. Так. Опа, опа. Нормально. Все хорошо. Вот. А вот еще местечко. Где, вот местечко. Прикольно. Вот. Сколько людей прошло, мне, честно говоря, вообще не волнует. Я даже на людей не смотрю, в том, что меня снимают, что меня не я сам себя снимаю. Что-то у нас вечеринка какая-то. Устроили концерт. Ну давай, теперь ты рассказывай, что
О чем тебе парк? Как тебе? Нравится, не очень? Да. Ну, когда я на Крестовском жила, я всегда гуляла. С Крестовского и сюда. По центру города. И На сколько Дворцовой. километров приблизительно Ну, не знаю, получалось? сколько километров, 8, наверное. А, ну Туда и маловато, обратно. короче. Мгм. Чуть-чуть. Вот. Ну, пойдем туда. Мгм. Мини-город, помнишь? Мини-город, да. Турки маленькие. Я Всего помню Санкт-Петербурга. именно, да, этот мини-город. В детстве в планшете я видел, потом я думаю, это где-то было в Сочи. А потом я понял, спустя, я не знаю, где-то лет 5, может быть, или там еще как-то, что это на Горьковском находится. Было в Санкт-Петербурге. Да. Я думаю, это, да, реально, я думаю, это именно вообще где-то в Сочи. Ну, короче, километры от нас. Как будто это стадион. Ага. Что это? О, вот так вот идеально можно рассказывать, конечно, вот здесь видно, сильно, да ладно. В том, что именно, я думаю, это где-то десятки, ой, подожди, сотни километров, потому что Санкт-Петербург до Сочи это приблизительно, я не знаю, сколько километров. 1000, я думаю. Ну, 1500-2, наверное. 1500, короче, я думал, что это фото сделано 1500 километров от нас, и я тупо просто это фото, скажем так, просрал. Это было обидно, но потом я понял, что это именно здесь. То есть не 1000 километров от нас, это просто 10 километров от нас. Это намного лучше, чем 1500. То есть на 1490 километров лучше. Ближе к нам. Вот. Поэтому детские ой, какой детский садик. Детские площадки. Вот. Хотя я не вижу. Горьковское метро. Ага, Горьковское Новое. метро. Ремонта. Да, после ремонта. Мы обязательно зайдем туда, потому что я поеду домой на метро. Не, мы же пешком пойдем. Мы не пойдем до моего дома. Что, обратно так же прогуляемся? Нет, спасибо, нет. Я мало того, что я не выспался, потому что я заснул в 4 утра, проснулся Ну вот сейчас нагуляешься в 12. и уснешь. Не получится, пробовал, вот. Поэтому здесь детская площадка есть, но здесь почему-то дети не гуляют. Они неудивительно. Дети уже спят. Спят. Участки спят. Еще какой-то газ. Ну, в принципе, это вообще не интересно. Вот, так что мы в сторону идем мини-городка. Вот. Помню, год назад, дико еще раз извиняюсь, что у меня кое-как видно. Вот. Около года назад, я помню, меня ВК-пост, вот, там я выкладывал про мини-город. Я бы, конечно, хотел подписать именно в том, что это еще место с детства. Честно, я не знал, как написать, поэтому написал просто год назад. Первая фотография твоя в мини-городе. Да. Тебе было лет, наверное, 6-5. Ну, я говорю, 5-6 лет. Вот дорога. Быстро перебегаем. Это пешеходный переход. Вот. Вот где-то вон там, приблизительно уж, где-то будет сейчас мини-город. Направо поворачиваемся. Еще я хочу рассказать вам об одной вещи. Вот. В том, что именно почему я решил так сниматься. Вот. И просто рассказывать, и почему мне лично вот так вот. Короче, я смотрел много блогеров, но больше мне понравилась одна румынская, молдавская, точнее, правильно говорю, молдавская девочка. Вот, в том, что именно перевод, который я делал, Чао Патрисия, если я не ошибаюсь, да, Чао Патрисия. Перевод, в том, что я знаю, ты можешь, то так напишите в Дэне, вообще легко меня найти. Просто грин томаты, я знаю, ты можешь. И все, и там сразу, господи, я думаю, там куча людей, как типа это культуры. Вот. Вот мы дошли до мини-города. Да, мы уже потихоньку доходим. Не очень хочу людей, конечно, снимать, потому что я не знаю, не хотят ли они вообще. Вот, поэтому... Конечно, прикольно. Ребята, мини-город закрыт-то. Боже мой. Ведется видеонаблюдение. Я-то думал, чтоб не ломали, да. Здесь я не хочу фотографировать, потому что я здесь уже фотографировался не один раз, короче, поэтому я максимум фотографировал. Не очень тяжело держать так, и так неудобно. Так и все, я надеюсь, нормально.
Не знаю. Сейчас посмотрим твою реакцию. Ну-ка, Ты, ну-ка. как всегда, меня фотографируешь как-то через... Ну, короче, хотела похудее, получилось пожирнее. Так? Да. Да. Я прям- Да я это уже видел, я это уже публиковал. Вот, так что переходить на мой ВК. Да, я понимаю, если вы иностранец, то да, придется немножко помучиться русским языком, но на ВК есть перевод на любой абсолютно язык, какой хочешь, хотя официальный здесь не призван, там, я не знаю, просто ВК пользуюсь через французский язык, вот. А мама опять общается, я не знаю там с кем, в 12 часов ночи с кем, либо с подругами, либо еще с кем-то. Короче, я хочу где-то вот так вот присесть немножко, хочу подниматься нормально, безлюдное вообще место, я всегда мечтал сняться в этом. Вот, ну короче, ой, вот, на ВК я там очень далеко опущен, ничего страшного. Короче, получается, что я хочу сказать. Потому что я фанатею немножко от Чая Патриции. Нет, не потому что она девочка, здесь я имею в виду фанатею, потому что она, как получается, идет там по, я не знаю, столице Молдавии, я не знаю, вот, и поэтому, ну, короче, наверное, в столице где-то. Она ходит, рассказывает там со своей семьей, там, у нее один маленький ребенок, сестра, года 2, и самой 10 где-то, чао, вот. Ну и мама, папа, понятное дело, вот так вот ходит, общаются там, они куда-то идут постоянно, они не вот так вот просто ходят, рассказывают, ой, я сегодня иду в магазин, лента, ой, я иду в магазин, я иду в Бургер Кинг, там, какую-то точку, куда вы хотите. Вот. Именно рассказывает там, она же не стоит на месте, как я. Вот, и поэтому я хотел, вот я хочу сказать о том, что я никогда не был в торговом центре Мега, это в Санкт-Петербурге, если что. Я хочу снять видео в том, что как я первый раз в жизни хожу в Мега. Я не знаю, будет интересно, не будет, еще какой-то там мусор валяется. Видео, как я хожу первый раз в торговый центр Мега. И я думаю, ну просто как бы для людей, я сразу говорю, в том все свои видео, для, ну, иногда иностранцев, иногда иностранцев, которые знают именно русский язык. Ну, конечно, можно через YouTube там, хотя иностранцы смотрят меня через YouTube, вот, ну, короче, там через автоматические субтитры, либо когда я иногда ставлю субтитры, ну, это реально очень тяжело, потому что, ну, реально, простите меня, иностранцы. Субтитры это для меня реально очень тяжело. Я помню, как я мучился, сам писал эти субтитры. Это, короче, очень долго. Вот, поэтому смотрите меня через автоматические субтитры. А тех, кто живет, я как говорил ранее, в том, что для москвичей, для калининградцев, для, я не знаю, еще кого-нибудь там. Люди, которые там живут в Сибири, как раз таки, там, ну, короче, вы меня поняли. Короче, иностранцами и за город, короче, люди. Те, кто не был никогда в Петербурге и думают, может поехать туда, и что это там такое, что это за красивый город. У меня куча времени, реально, у меня есть 2 месяца, еще больше 2. Сегодня у меня 22, значит, 8 дней, это 2 месяца. Это получается, у меня еще 69 дней, то есть 70 дней у меня еще есть. И я могу снимать постоянно, потому что я не хочу сидеть дома. Я обычно выхожу гулять ночью, потому что, ну, получается, мама на работе постоянно, ну, и я тоже иногда видосы снимаю, там, видеоигры. Поэтому я ночью, получается, перед сном, но... Да, иногда вот так вот бывают некоторые моменты, но еще плюс к этому, в том, что ночью очень удобно, это в чем? Это в том, что меньше народу, соответственно, иногда вот на этих трассах... Через полчаса метро закроется. Ой, через полчаса метро закроется, мы успеем. Подожди, она же до 2 часов ночи работает, метро. 12:30 закроется. Через полчаса метро закроется, я не знаю, я хрен знаю, что делать надо. Вот, короче... В том, что в таких местах, где там машин много, там, соответственно, людей толпище. Мне придется не вот так вот на расстоянии снимать, а именно вот так вот близко, либо вниз вот так вот вообще снимать, как раньше. Вот, потому что, ну, большое расстояние здесь длинно не дает, потому что там люди толпище будет. Как и на 9 мая, постоянно вот так вот прислонялся к себе.
потому что, простите меня, места было меньше. Там нельзя было вот так вот на 36 градусов развернуться там. Я имею в виду, что с руками вот так нормально. А сейчас свободно. Конечно, гуляют некоторые персоны, но здесь не настолько много, как здесь. Мимо меня прошли одна группа или две группы людей, там с каким-то, я не знаю. Ну и там люди сами по себе гуляют, там прошло 5 людей и все. Скоро закроется метро, так что пошлите. Вот, 5 людей. А днем было бы минимум, прошло бы мимо меня, наверное, групп 10, потому что это считается главной станцией метро тоже, потому что она Петропавловская крепость, там зоопарк, там еще музей оружия. Вот, я не знаю, Артиллерийский музей. Короче, вы слышали, я не знаю, как там правильно произнести. И, соответственно, эта станция метро главная. Ой, боже мой. Так и главная Спасская, Стена, Садовая, они вместе 3 переходами. Сейчас метро может закрыться. Я надеюсь, нас спустят. Я вижу, люди пока заходят. Нам нужно до Ладожки доехать, а там на Чижике понятно. На Чижике, я думаю, мы не успеем уже. Короче, нам как можно быстрее к дому надо. Мы, конечно, можем через Большевиков, то есть мы до Большевикова дойти, а потом после Большевикова мы можем пешком пройти. Вот, Большевиков точно. Но либо... Ой, здесь вообще классно. Но либо мы можем на метро. На автобусе до Большевикова, это тоже удобно будет. Вот. Поэтому уже на метро. Моя любимая карточка. Так, сегодня 241 рубль. 241. А говорила, что мало. Может, тут тебя мало. О, камера. Здравствуйте. Очень шумно, я понял. Да? Да, очень шумно. Ребят, вот. Я не знаю, слышно меня хорошо или нет. Сейчас, наверное, должно быть, да? Не считая воздух. Успеем на Чижик. 12:03. А как они работают? Мы не успеем за полчаса доехать до Ладожки. А мы до полчаса доедем. Ну да ладно. Короче, уже 12:02. Я в жизни так не катался в метро 12:02. Напомню, недавно мы с мамой на работе были. Мы там до 10. Я думаю, это самое большое было. Вот, но оказывается, нет, не самое большое. Все, когда бывает впервые. Вот. Метро Петербург работает до 2 часов ночи. Я не понимаю, как они могут закрыться, еще минимум 2 часа они должны работать. Рассказывай что-нибудь. Метро Горьковская. Иду домой, хочу спать. Хочется спать. Завтра рано вставать. Ну, мне не надо, потому что... Не надо, с нами поедем. Точно. Точно. Еще я видосик, наверное, сниму на продажу дачу. Да, я я просто фанатею от Чао Патрисии, я не знаю почему. Это молдавская. Ой, это молдавская девчонка. И вот. Я не знаю почему я фанатею. Я постоянно фанатею. А как я не знаю, Ведет с территории метрополитена ведет. Я заметил вот здесь колонки. Во-во-во-во. Отлично. Еще камера. Короче, камера очень много. Вот и, соответственно, Горьковская. Опять мама общается с кем-то. Я не помню, сколько там время у них обычно. У них вроде бы интервал 2 минуты, это ночью. И 1 минута, это в час пик. Я могу ошибаться. Вот мы сейчас находимся где? Мы, подожди, я забыл, Горьковская, быстрее. Вот мы Горьковская, мы должны до Спасской перейти, Спасской пересадить и до Ладожской. Мы, короче, должны успеть. Мы можем, конечно, через зеленую линию пройти. Мы через 2 пересадок или через 1? Нет, ну до Спасской, да и все. А если бы жили на Спасской, мы бы успели. Короче, мы через 1 пересадку решили делать. Вот. Уже шумно, я не знаю, как меня слышно. Откуда? Наверное, оттуда, да? Да, оттуда. И пора туда. Что-то очень долго. 3 минуты. Ой. Короче, 3 минуты уже. 4 минуты, короче. 4 минуты.
уже вышли и направляемся на Спасскую. Вот. Спасскую все время прямо идешь и ну и все, просто прямо, да? Да. Вот. Вот. Почему-то торопится. Почему? Куда ты так торопишься? А, точно забыл, нас могут не пустить. И что все люди бегают? А я такой спокойно хожу. Да? Да, все люди носятся просто. Такое ощущение, знаешь. Опоздали. Лоханулись. Ну что, на Спасскую? На Спасскую. А там только через такси. Потому что я вряд ли уверен, что маршрутки есть. Да? Да. Ох, классно. Прям просто закрыли метро прямо на наших глазах. Все люди носились, будто бы зомби-апокалипс, такое ощущение реально. Скоро это метро закроется. А зачем нам туда-то было? Мы же просто на Невской перешли бы, что ли? А что, все? Это последний закон, что ли? Метро закрывается. Опоздали. Люди носились. Было очень смешно, как они носились. Я такого никогда в жизни не видел. Вот. Вот еще раз говорю, что будто бы какой-то зомби. Пешком до дома пойдем? Да, пешком. Там я посчитал 8 километров надо идти. Если считать от Спасской до нашего дома, 8 километров перетонить надо. Чего люди тут добиваются? Люди там доходят, я не понимаю, чему они добиваются после этого. Они добиваются того, в том, что метро закрыли, а деньги они тратят. Надо закрыть вход в метро, я думаю, выход открыть все. Потому что, ой, заходить в выход в метро запрещено. Ценная площадь. Я там каждую неделю. А может на Спасскую пойдем туда, на нашу? Так я ключи не взяла. Капец. Фонтан. Так бы хотя бы переночевали, я не знаю. На Фонтанке где? На полу? Так какая разница? Там ремонт. Но это лучше, чем ничего. Я всегда хотел, честно говоря, вот здесь снять. Надо как-нибудь сделать видео. Там неподалеку, там буквально через полчаса, если туда пойти от нашего дома, туда прямо. Там будет самый главный проспект, Невский проспект. Я хотел, честно говоря, поснимать Невский проспект. Вот. Показать. Но желательно, конечно, где-то делать ночью, но на праздник. Но проблема в том, что ночью, да, там меньше людей, но там ничего нету, если брать просто обычный. Ну, то есть эти, вот как сейчас обычный день, не праздник, без праздников, то тут просто нечего делать, как и здесь все спокойно. А вот если брать праздник, то там людей до хрена. Днем жарко, потому что лето. Я не ношу панамки. Я не знаю, у меня их они вообще есть. Или, ну, кепки, так подобное. Шапки, понятное дело, ну, кому в голову придет зимнюю шапку одевать. Тут, наоборот, нужно спасать от перегрева, а мы только нападаем на перегрев. Конечно, немного позорно, когда я смотрел, просто боюсь, чтобы я не нажал именно на паузу. Все закрыто, это торговые центры тоже все закрыты. Крутилка крутится, но я думаю, это к выходу имеется в виду, а не выход. Потому что там работает? А, не. А, все, остановилось. Или нет? Не остановилось, я не знаю. Люди там все еще есть, поэтому пока что нет. Пока мама соображает, я хочу вот здесь присесть. Тоже немного посообразиться хочу. Короче, мы решили поехать на такси. Вот, и у нас итог, я не заметил. Все, подожди-ка. Так, 577, белая. А за сколько там? Через 3 минуты будет. Не, я имею в виду, да. Ехать минут 40, наверное. Сколько минут? Рублей. Рублей 650. Ну, как и говорил, 650. Я думал 500, получилось 650.
Ну, короче, не исключение. Вот, кстати говоря, вот здесь, вот я хочу сказать, да, Дворский мост, вот здесь, сейчас люди проедут, ага. То есть вот здесь мы когда были, на прошлой неделе, да, вот здесь был ремонт. Вот именно вот это, то, что темное, это был ремонт. Сделали нормальный асфальт. Здесь начали ремонт. По встречке придется ехать. Кстати, я помню, мы же ведь окно поменяли. Я хочу с внешнего вида посмотреть оттуда. Я надеюсь, мы успеем, нет? Такси, вот наше такси. О, боже мой. Короче, мы приехали наконец-то домой. Время уже 0:56. Ну, короче, начало первого часа ночи. Мама расплачивается там в такси. Вот, я хочу вот так, чтобы свет был. Вот. Короче, если вам понравилось, то, соответственно, ставим лайки, пишем в комментах, хотите ли вы такие обзоры. Вот. Завтра, точнее сегодня, я лично поеду еще в одно место снимать, а для вас это время, может быть, это ваш вторник будет. Так что, всем удачи, спасибо всем. Пока!